Экстренная эвакуация правительства, первые лица государства в укрытии, армия в полной боевой готовности из-за угрозы с неба, срочное заявление из столицы. Берлин наносит удар по украинским беженцам, как ФРГ решила урезать пособие и кого нововведения не коснутся. Впервые озвучены новые условия завершения войны в Украине. Москва передала Трампу то, что раньше не обсуждалось. Новые предложения – это ультиматум или уступки. Переговоры в режиме ожидания. Зеленский дал ответ, когда Украина и РФ вновь сядут за стол переговоров. До этого в Киеве пообещали отвечать ударом на удар, а значит бомбить Россию в ответ. Германия требует от России миллиарды в качестве компенсации. Мерц отправляет послание Путину и заявляет: «Мы не сдадимся». Громкое заявление из Берлина. Она – это он или он – это она? Новый поворот в деле о Брижит Макрон. Журналистка, которая считает супругу Макрона бывшим мужчиной, выиграла в суде. Адвокат призвал прекратить петушиный бой. О чем речь? Казахстан трясет олигархов. Украшения недвижимости, люксовые автомобили тех, кто проворовался, распродают среди народа. Каков ценник? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Удар по украинским беженцам наносит Германия. Берлин решил урезать пособие тем, кто нашел защиту от войны в этой стране. Выплата по безработице станет меньше на 122 евро. Сейчас ФРГ выплачивает беженцам из Украины по 563 евро в месяц. Но размер пособия сократят только тем украинцам, которые получили временную защиту в Германии после 1 апреля 2025 года. Об этом еще весной объявили партии новой правительственной коалиции. Сейчас в Минтруда Германии готовят соответствующий законопроект, пишет Deutsche Welle. Вероятно, через пару месяцев документ рассмотрят в Бундестаге. Будущим нововведением обеспокоены местные органы власти. Если закон примут, содержание беженцев, которые приехали в Германию после 1 апреля, ляжет на их плечи. Помимо оформления выплат и документов, именно на местные органы ляжет обязанность по размещению беженцев в приютах и социальном жилье, в то время как ранее украинцы могли самостоятельно снимать жилье, если удавалось найти доступное по цене в рамках соцбюджета. Еще одна нагрузка – медицинское обеспечение. Как подтвердили ДВ в Федеральном министерстве труда и социальной политики, новоприбывшие украинские беженцы потеряют право на медицинское страхование, которое до сих пор предоставлялось им наравне с немцами. Путин допустил ошибку, пишет мировая пресса. Западные медиа уделяют большое внимание испортившимся отношениям Трампа и Путина. Между Вашингтоном и Москвой вновь напряжение. Издание New York Times пишет, что нынешние события – это странный поворот, учитывая, как благоприятно для России выглядели перспективы после избрания Трампа. Новый президент, казалось, относился к Путину с уважением, и Путин был близок к достижению многих своих целей в войне против Украины, пишут авторы материала. Одновременно они считают, что Путин серьезно просчитался. Теперь американский президент критикует Путина, а не Зеленского. После полдюжины телефонных разговоров Трамп, похоже, изменил свое мнение о Кремле, добавляет издание. На этой неделе он прямо заявил, что недоволен Путиным, потому что тот убивает украинцев. «Если говорить правду, Путин бросает нам кучу чепухи», — сказал Трамп. «Он всегда к нам очень любезен, но оказывается, что это ничего не значит». От любого другого политика в Вашингтоне такие слова не были бы удивительными. Но то, что их сказал Трамп, показывает, насколько Путин оттолкнул Белый дом и, возможно, упустил свой шанс на переговоры о мире. Тем не менее, контакты не утрачены. Госсекретарь США Рубио и глава МИД РФ Лавров провели встречу в Куала-Лумпуре в рамках форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В российском МИДе переговоры назвали обстоятельной сверкой часов. Далее цитата: «По всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире». СМИ сообщают, что делегации беседовали около 50 минут. За это время Рубио и Лавров успели обсудить Украину, поговорить о ситуации вокруг Ирана и Сирии, а также про дипломатические отношения Вашингтона и Москвы, которые вновь на грани. По мнению МИД России, диалог получился предметным и откровенным. Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.
В то же время Рубио не так доволен беседой с Лавровым, однако акцентирует внимание: Москва меняет правила и ставит новые условия для будущих переговоров. Рубио услышал то, чего прежде не звучало, но публично озвучивать новые предложения Москвы, которые передал Лавров, не стал. Идет ли речь об ужесточении требований или наоборот о готовности к уступкам, так и не ясно. В Госдепе уточнили, что причина разочарования в этих двусторонних переговорах – отсутствие прогресса по достижению мира. Госсекретарь пообещал, что уже в ближайшее время положит на стол Трампу новые предложения России. В то же время США хотят увидеть дорожную карту окончания этой войны. На вопрос журналиста, готов ли теперь Вашингтон ввести жесткие антироссийские санкции, Рубио сослался на Трампа, что это ему решать. Далее цитата: «Когда и как именно их вводить». Мы готовы участвовать в переговорах в любой момент, когда для этого появляется возможность, как это произошло сегодня. Я разделяю сказанное президентом и разочарование, и раздражение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах или четкого пути вперед. Мы продолжим участие. Мы обменялись идеями и комментариями, которые я уже сегодня вечером передам в Вашингтон. Возможно, на их основе можно будет что-то построить. Разговор был откровенным и важным. Мы его провели. Мы обсудили также и другие темы, не связанные с войной в Украине. Но, конечно, она была нашей главной темой. Отмечу, это вторая личная встреча Рубио и Лаврова. Первая состоялась в середине февраля в Эр-Рияде, когда Россия и США возобновили двусторонние контакты после победы Трампа на президентских выборах. Сейчас же эти контакты на паузе. Об этом уже неоднократно заявляли в России, причем на паузе по инициативе Америки. Тем не менее, в Москве ждут возобновления диалога. Зам Лаврова Рябков считает, что РФ и США очень скоро определятся с датой новой встречи. Он заявляет, что при этом нет никакого замедления в нормализации отношений между странами, а еще Рябков, по сути, передал послание в Штаты: санкциями Россию не запугаешь. Он отметил, что за последние годы в РФ были созданы отработанные инструменты и схемы, позволяющие в значительной мере восполнять те или иные потребности за счет импортозамещения. Торможения в продвижении США по двусторонней повестке дня нет. Есть техническая пауза. Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы, они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, будут рассмотрены. Москва тем временем ждет сигналов из Киева, говорит Песков. В Кремле уверяют, что готовы к переговорам, и уточняют, что возобновление поставок американского вооружения в Украину не повлияет на переговоры Москвы и Киева. Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, представителей киевского режима, о желании или нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров российско-украинских. Но мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительно было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, мирными политико-дипломатическими средствами. Но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается. Зеленский уже ответил Москве, говорит, что переговоры состоятся тогда, когда Украина и Россия завершат обмены, то есть то, о чем договорились в Стамбуле. Зеленский вновь намекает, только после этих процессов команды могут встретиться вновь и, внимание, для обсуждения подготовки встречи на уровне лидеров. До тех пор, говорит Зеленский, Украина собирается бить по России точно так же, как она бьет по Украине. В Киеве уверяют, что ВСУ смогут отражать все удары, если западные партнеры помогут с финансированием. По словам Зеленского, в Украине работают 5 компаний, которые изготавливают дроны-перехватчики. Остается только масштабировать производство. Путин этими ударами хочет дестабилизировать наше население. Во-первых, мы будем ему отвечать. Вторая история. У них план на 1000 дронов в сутки. Сейчас, если наши партнеры услышат все то, что я с ними обговаривал, мы все будем сбивать. Мы нашли, у нас есть решение. Дроны, которые все сбивают, большинство. В то же время вновь летят послания в Москву из Берлина, на этот раз вновь из уст канцлера Мерца. Во-первых, Германия готова помочь Украине закупить ЗРК «Патриот» у США и передать их Киеву. Этот вопрос канцлер обсуждал с Трампом еще на прошлой неделе. Но он затянулся, поскольку, говорит Мерц, американцам самим нужна часть этих систем. Кроме того, Мерц потребовал, чтобы РФ заплатила Киеву репарации за весь ущерб от войны. А еще добавил, далее цитата: «У меня есть сообщение президенту Путину, и оно довольно простое. Мы не сдадимся». Конец цитаты. Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна оплатить этот ущерб.
Пока это не произойдет, Россия не должна и не будет иметь доступа к замороженным российским активам. Я также хотел бы сказать, что заморозка останется в силе. Об ущербе восстановления Украины накануне говорил и спецпосланник Трампа Кит Келлог. Уверен, Украине нужен новый план Маршалла. Он призвал международных партнеров разработать аналог американской программы помощи Европе после Второй мировой войны. Соединенные Штаты признают, восстановление Украины будет огромной, но критически важной задачей, которая окажет влияние на весь европейский регион. В Вашингтоне говорят, что речь идет не только о большой стройке, но еще и о возвращении украинцев в страну, реабилитации военных и разминировании украинских земель. С экономической точки зрения, будущие инвестиции в Украину зависят от стабильной ситуации в сфере безопасности. Инвесторам нужна уверенность и гарантии, что любое достигнутое мирное соглашение обеспечит долгосрочную безопасность. Поэтому наши усилия по достижению мира направлены не просто на временное прекращение огня. Итак, друзья, как считаете, какие новые предложения передал США Лавров? О чем может идти речь? Это уступки или новые требования? Как вам призывы Мерца и публикация в Нью-Йорк Таймс о том, что Путин допустил ошибку в общении с Трампом? Напишите свое мнение под этим видео, и уже традиционно попрошу вас подписаться на канал Время Прядко, поставить лайк этому видео, и спасибо всем, кто это делает. А я продолжаю. Французская журналистка Наташа Рей, которая утверждала, что супруга президента Франции в прошлом была мужчиной, выиграла суд по делу о клевете на Брижит Макрон. Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглиан. Правозащитник напомнил, журналистка 3 года занималась расследованием биографии первой леди Франции и опубликовала его результаты в соцсетях. В ответ на эти публикации супруга Макрона подала в суд на Наташу Рей за посягательство на личную жизнь и распространение клеветы. Тогда Наташа Рей, испугавшись судебных преследований, якобы даже просила политубежища в России. Апелляционный суд Парижа историческим решением от 10 июля 2025 года признал обоснованность работы, исследований и анализов, выполненных Наташей Рей в одиночку. Сейчас Наташа Рей рассматривает возможность подачи прямого иска в уголовный суд Парижа против Брижит Траньо, супруги Макрона, и Жан-Мишеля Траньо по статье «Мошенничество при вынесении судебного решения, совершенное организованной группой». Но не настало ли время, учитывая международные последствия этого прискорбного действа, положить ему конец путем мирового соглашения между сторонами, чтобы прекратить этот петушиный бой, затянувшийся слишком надолго? Напомню, слухи о том, что Брижит Макрон не она, а он, начали распространяться в СМИ после избрания Макрона президентом в 2017 году. Экстренная эвакуация правительства, первые лица государства в укрытии, армия в полной боевой готовности. В Минобороны заявляют о проверке и молниеносной реакции. Угроза с неба привела к немедленным действиям. Страна НАТО заявляет о нарушении воздушного пространства. Литва в экстренном порядке была вынуждена прятать премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Саулюса Сквернялиса в бомбоубежище из-за прилета дрона на территорию страны. Все произошло накануне. Военные приняли БПЛА за ударный дрон «Шахед», или же, как его называют в России, «Герань-2». Он залетел в Литву из Беларуси и упал в километре от границы, недалеко от закрытого КПП Шумскас. Тем не менее, беспилотник стал причиной неотложных действий, уточняет издание Bloomberg. Только позже, когда объект разбился, военные установили, угрозы не было. Это, вероятно, самодельный дрон, собранный из фанеры и пенопласта. Министр обороны Давиле Шакалине сообщила, не видно признаков, что аппарат был направлен в Литву намеренно. Его заметили еще над Белоруссией, и у военных была возможность реагировать по разным сценариям. Тем не менее, объект нарушил границу НАТО, и несмотря на безобидную конструкцию, инцидент стал сигналом тревоги в регионе, пишет западная пресса. Срочная реакция властей свидетельствует о повышенной напряженности в Балтийском регионе из-за потенциальной угрозы, связанной с возможным попаданием российских беспилотников на территорию НАТО. 3 балтийские страны находятся на передовой линии Европейского Союза и являются убежденными сторонниками Киева. Дерзкое нападение на дом министерства совершен в Казахстане. Здание пытались уничтожить огнем. Атака произошла средь бела дня. Исполнитель, 24-летний молодой человек, который решил сжечь здание, где работают чиновники ключевых ведомств страны. В один из подъездов он пробрался с зажигательной смесью. По словам очевидцев и видео из соцсетей, он метнул бутылку прямо в сторону турникета. Вспышка, огонь, мгновенная тревога, пожарная сигнализация сработала моментально. Замысел не удался. Однако мотив до сих пор не ясен. Этим вопросом, как сообщают СМИ Казахстана, пока занимаются правоохранители. Тем не менее, нападающий задержан и дает показания. Действовать
Действовал он по своей воле или же по чьей-то указке. Атакованный подъезд огромного дома министерств не просто офис, там расположено Министерство просвещения, науки и высшего образования, а также ведомства Минздрава и Минцифры. Центральный вход туда после инцидента был закрыт, а территория оцеплена. Казахстан трясет олигархов. В стране продолжается программа по изъятию в пользу государства средств, которые незаконным путем положили себе в карманы очень предприимчивые граждане республики. Они же главные фигуранты уголовных дел. Но трясут не только их карманы, но и карманы и кошельки их доверенных лиц и родственников. Изымается дорогая недвижимость, люксовые автомобили и украшения. В конце июля драгоценности стоимостью в миллионы долларов снова уйдут с молотка. Компания Кува по управлению возвращения активами объявила, что электронные торги пройдут на онлайн-платформе. На кону 56 роскошных ювелирных изделий, включая брендовые украшения с бриллиантами и сапфирами, когда-то украшавшие пальцы и шеи казахстанских элит. Эти сокровища уже пытались продать, но не все нашли новых владельцев. Теперь ставки выше и цена растет. Аукцион пройдет онлайн, участвовать сможет каждый, нужен лишь аккаунт, заявка и гарантийный взнос. Все вырученные средства направят в Госфонд. Ранее из такого фонда выделили более 20 миллиардов тенге на водоснабжение в Акмолинской области. Так что, покупая, например, кольцо с историей, новые владельцы, по сути, инвестируют в страну. Каждое украшение сопровождается фото, описанием и независимой оценкой. Торги проходят в рамках деятельности КУВА, компании с государственным участием, созданной для управления возвращенными государству активами. Все поступления от продажи таких активов направляются в специальный государственный фонд. Как вам такие действия Казахстана, как идея, правильно или неправильно поступает Астана? Оставьте свой комментарий на эту тему под видео. Друзья, и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, оставляйте свои комментарии под этим видео. Я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!